Изъяты 8 тонн кокаина. Удары по Украине усиливаются. Пикеты в поддержку музыкантов Stop Time. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 22 ноября, 14:30. 21 ноября издание «Коррея де Манья» сообщило, что в результате совместной операции судебной полиции, ВМС и ВВС было изъято до 8 тонн кокаина, самое большое за всю историю Португалии. Между Мадейрой и Азорскими островами были арестованы 10 бразильцев и 2 рыболовецких судна. Предположительно, кокаин был загружен у берегов Бразилии. Расследование проводилось в сотрудничестве с ведомствами Бразилии, США и Великобритании. 20 ноября на заседании Совета безопасности ООН докладчики говорили, что удары Российской Федерации по энергетической инфраструктуре вызвали массовое отключение электроэнергии в большинстве регионов Украины. А также, что только в этом году Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более 500 атак на медицинские учреждения. 15 ноября издание «Экономическая правда» рассказало, что российская армия атаковала склад одного из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов Украины. Уничтожены 20% месячного запаса лекарств Украины. 19 ноября российские войска атаковали Украину 48 ракетами и 476 беспилотниками. 2 ракеты, выпущенные из самолетов стратегической авиации, попали в жилые дома в Тернополе на улицах Стуса и 15 апреля. В результате этого погиб по меньшей мере 31 человек, 93 пострадали. Больше 10 еще считаются пропавшими без вести. С 19 по 21 ноября в городе объявлены дни траура по погибшим. Много детей потеряли родителей. Новостной сайт НВ рассказывает истории погибших. Прошло уже почти 4 недели с ареста молодых музыкантов группы Stop Time. Диана Логинова и Александр Орлов отбывают уже 3-й арест за одно и то же правонарушение. Дискуссии в нашем ТикТоке продолжаются, а мы с другими активистами добавили переводы текста песни «Монеточки, ты солдат» на испанском и нидерландском языках. Расскажите своим знакомым музыкантам об этой ситуации и покажите эту песню. 16 ноября телеграм-канал Сота Vision показал видео со словами активиста Александра Пирогова, который вышел на пикет в центре Петербурга против войны и репрессий. Он рассказал корреспонденту, что решил выйти в пикет после суда над Наока и группой Stop Time. 17 ноября тот же канал рассказал, что активист Григорий Потемкин вышел в Москве в поддержку Stop Time к памятнику Иосифу Бродскому. Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук на концерте в Лондоне 2 ноября посвятил песню «Ты не один» группе Stop Time. Давайте тоже скажем друг другу «Ты не один». Россия не их собственность. Если вы хотите, чтобы изменения в России произошли, делайте свой вклад.